Привет, меня зовут Андрей, мне 27 лет, и я никогда не был за границей. Russian style yoga. Where are you from? From Russia. Я почему-то думал, что Берлин это такой жесткий, немножко грязноватый город, а здесь очень даже миленько. В общем, Берлин это супер велосипедный город, как я понял. И они на самом деле даже не прикреплены особо ничем, просто люди их ставят, как бы, и все, и не парятся. И велодорожек очень много. Мне бы хотелось, чтобы и в Питере было так же. Смотрите, здесь даже почта на велике гоняет. Вот сзади меня сейчас проехал человек, ему все дают свои бутылки, он их собирает, вот у него целых 2 пакета здоровенных. Здесь можно сдавать бутылки и пластиковые, и стеклянные, чтобы тебе возвращались деньги, причем возвращается довольно солидная часть от твоей покупки. Если ты не хочешь сдавать бутылки сам, ну, есть люди, которые с удовольствием это делают и зарабатывают себе на хлеб. О, чисто московский стиль. Хорошеет Берлин при Собянине. Внимание! А теперь вопрос подписчиков. Знаете, почему в Москве в центре никогда не будет такой плитки? Пишите в комментариях. О, Господи, спасительный оазис. Это лучшее, что случалось со мной за сегодня. О, боги. Блин, я бы и туда залез, если бы мне было лет 5. Со мной сфоткалось, наверное, так, без палева, человек 5. Пока я ноги мочил там. А чего не хотели? Я варвар, какой он есть. Так, блядь. Блин, а мы еще на московское метро жалуемся, что там не все можно понять. Но круто, что когда ты покупаешь билет, ну, неважно, ты его пока не пропостировал, он у тебя не использован остается. А не как у нас, что если ты спустился в метро и уже потом затупил, ты уже ничего не можешь поменять. Короче, я еду с пересадками, и у меня меняется маршрут. То я еду на метро, то я еду по надземному метро. И указатели очень сложные, на самом деле, еще и на немецком. Берлинское метро это очень сложно. Кстати, наверняка же вы видели в своем городе таких вот мишек, и они на самом деле берут свое начало из Берлина. В 2001 году здесь прошла такая международная выставка United Body Bears. Она всем очень понравилась. Различные художники рандомно расписывали фигурки медведей. Вот, и с тех пор это движение стало очень популярным. И, по сути, сейчас в каждом городе мира можно найти вот таких вот странных мишек с поднятыми вверх лапками. Теперь знаете, что это берлинская тема. Каждая ее станция почти выглядит как настоящий вокзал. Но это все, конечно, очень красиво. Фу, я доехал. Правда, мне это стоило пару лет жизни. Привет, Андрей. Пара-па-па-па. Вон они уже виднеются. Чудо-ворота. Медведь тут стоит не просто так, я думаю, потому что есть 2 версии происхождения названия города Берлин. Первая от слова «медведь», а вторая от слова «болото». Господи, неужели я здесь? Я до сих пор вообще не могу поверить, что я в путешествии. Как уехал из Петербурга, так немножко с торможением стал понимать, что со мной происходит. Да ладно, кому я вру, я вообще по жизни не понимаю, что происходит. Как Кремль ассоциируется с Москвой, так и Бранденбургские ворота ассоциируются не только с Берлином, но и со всей Германией, потому что буквально
на своей шкуре Бранденбургские ворота испытали все самые главные исторические события и потрясения Германии. Во время Наполеоновской войны французы или вот эту вот красивую верхушку себе в качестве трофея. Немцы же через какое-то время вернули ее себе обратно, опять же войной. Гитлер использовал эти ворота по прямому назначению. Здесь он устроил парад в честь своего прихода ко власти. Ну и, конечно, Бранденбургские ворота были частью большой суровой Берлинской стены, которая разделяла не просто город на две части, она разделяла его на два параллельных мира. Ну и потом, через много лет, в 19 году, мне пришлось сидеть здесь голой жопой для того, чтобы снять вот этот вот сюжет. Мама, я в Берлине. И буквально сразу возле ворот, здесь вот справа находится Бундестаг. Я туда пойду внутрь. Но завтра. Нужно было записываться заранее через сайт, и тебе там назначают время возможное для посещения. Вот. И нужно не опоздать, чтобы попасть внутрь и посмотреть, что там внутри вообще есть. Так, какое-то очень странное здание в центре Берлина, у которого нету даже стекол на некоторых окнах. Есть подозрение, что это сквот. Сквот – это такое удивительное явление, когда заброшенные дома в городе захватывают разные люди. Это могут быть анархисты, панки, просто какие-то бездомные люди. То есть разные движения, которые просто все баррикадируются там, захватывают себе целое здание, и полиция ничего не может сделать. То есть она время от времени предпринимает какие-то штурмы, но и там в этих сквотах живут ребята, которые не огурцом зачаты, очень хорошо отбиваются. Ну а полиция, конечно, не может крайние меры применять, потому что, ну, все-таки это люди, это граждане, и против них они не могут применять какие-то высшие меры насилия. Программа «Доступное жилье» по-берлински. Вот кому интересно цены на бензин. Вперед, Рубин! Вперед, родной! Нет, на самом деле я не фанат футбола, просто мне эту футболку подарил батя, когда мне было, сколько, 10 лет на вырост. До сих пор не вырос. Господи, как же в Берлине жарко. Чувствую себя евреем. Если ты русский оказался в Берлине и не оказался возле этой картины, то либо ты не русский, либо ты не был в Берлине. Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви. Мне только что удалось поговорить с бездомным, который вот собирает эти самые бутылки, сдает их потом в магазине. Настолько было здорово с ним поговорить, и довольно интересная вещь он рассказал. Короче, смотрите. Where are you born? Liberia. Liberia, really? Yeah. And how many years you living in Berlin? 20 years, since 1998 I came to. Yeah. Wow, so many years, really? Yeah. And do you have your own home? No, I'm just kicked out from a room. But why? I couldn't pay my rent. Mm-hmm. I lost my work. I had permit to work, and the permit was cancelled. So the Abagiwa had to sack me from the work, and I lost the work. I was working in a restaurant in Stadtland. Where are you living now? I live on the street. So I was kicked out. The court judged that I was to leave the room. Mm-hmm. So Gary Frazier came and locked the door. All my possessions have been taken away by him. How you feel you in the winter when it's cold? I live on the street, yes. Okay, and you collect bottles and yes, and how much in a day? It depends. When it's summertime, it's good to earn, maybe you can have 20
when there are a lot of people. Formerly, I was working at a refrigeration park, and I was getting more bottles a day during summertime. And in winter? Other winter, no, only weekends. Party when people are out for party, celebrating that you can. Okay, so it's hard to live in the winter for you, right? Yeah, it's really hard to live, but Do you have a friends here? no. You're living just alone Yes, and sleeping alone? Yeah. And do you want to return to Liberia or Yes. You want? Yes. did you try to do it? You have tried it, but But what is the problem? It could not happen. I couldn't go. Yeah. There's no problem at Liberia now, but the papers to return was very difficult to come by. So I don't know. It's aggregated here in Deutschland, and it's difficult also to go back to Liberia. So I'm left in a suspense, and we've put the matters up to the administration to how it can be solved. So In simple, how do you feel in Berlin, in Germany? What do you think about Germany? well, I came here to seek an asylum, and it's based on principles. You see, it's a principle. So you can't say because I'm on the street, the people are no. It's a principle because I came to Azil. Azil has finished. I must go to my country. I got a permit to work, and I was trying to work out to get my papers here to live on the country, on the state. But if you're on Azil, you must go back to your country. So that's why the Azil was cancelled. So it's principle, and if you are foreign principle, you feel hitches, and you see, not all might be your interest, but you have no option. But you suffer. There's suffering with this. Блин, он был настолько живой, настолько искренний, что просто вот не хотелось его уже отвлекать. Не знаю, какие-то хорошие ощущения остались после общения с ним на самом деле. Сегодня отличный день, потому что музей в Берлине сегодня бесплатный. И да, я сплю в одежде. Я сегодня иду на бесплатную экскурсию по Берлину. Обещают, что покажут разные сквоты, разные клевые городские граффити, интересные всякие улочки, пространства, всякую новую культуру. Ориентироваться нужно вот на эту башню, прямо под ней, возле главного входа. Вот здесь вот люди, ребята, и они собирают людей каждый день в 11, в час и в 3. Вот, можно либо просто прийти и сказать, что я хочу пойти с вами, либо заранее зарегистрироваться у них на сайте. Ну, они условно бесплатные, типа платишь сколько хочешь, но я сейчас узнал, что мы не будем просто пешком передвигаться, а мы будем ездить на метро. Соответственно, не совсем бесплатная получается экскурсия, стоимость метро как бы one day ticket. Тем не менее, это должно быть очень интересно, я надеюсь. Гид рассказал интересную вещь, что Берлин — это город шпионов, но в отличие от, например, Лондона, где на каждый квадратный метр стоит по 8 камер наружного видеонаблюдения, здесь слушают, здесь везде стоят прослушивающие устройства, в каждом заведении, в каждом уголке. Вот такая история.
деле очень круто. Стоит, наверное, в первый день, как вы оказались в Берлине, пойти вот на эту экскурсию, чтобы так в общих чертах понять, из каких частей состоит город, что здесь происходит, а потом уже самостоятельно все это изучать, а не наоборот делать, как это у меня получилось. А помимо того, что я просто повидал что-то интересное, я еще узнал какие-то интересные факты. В общем, советую, условно бесплатно. И буквально сразу возле ворот, здесь вот справа находится Бундестаг. Я туда пойду внутрь. Вот моя железная конина. Клево. Люди так ходят кругами, как будто бы какой-то человеческий ритуал. Купол раньше был вот таким, а сейчас вот такой. Здорово здесь. И видочек клевый отсюда открывается. Короче, если вы собираетесь передвигаться по центру и много-много посетить за раз, вот как, например, я хочу пройтись по музеям, то вот эта штука супер клевая. Ну, у меня просто, знаете, детский восторг, как каждый взрослый мужчина хочет себе машинку на пульт управления. Также и каждый мужчина хочет себе электросамокат. Все, припарковал своего красавчика, поставил его рядом со своими братишками тусоваться. Hello. Hello. I heard about the free entrance in museums in first days. No, 10 years ago. Oh, Old story. excuse me. I heard about in Thursdays from 60 for 21. I can free entrance in museums. No, it's old information. Наебал меня этот ваш интернет. В интернетах ваших уже давно устаревшая информация, и бесплатного прохода по четвергам уже нет. Сегодня для меня вот это вот главная достопримечательность. Ну и рядом с этим удивительным местом вот еще что-то есть. Ладно, платно, не платно, но я пойду вот в старый музей. Вау, 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 вау. Ух ты, вау. Не музей, а отрыв башки просто. Нормальный музей. Когда есть возможность остановиться, понаблюдать за тем, что вокруг происходит, за обычной жизнью. Понятно, что много туристов, но все равно. Этот город для всех, совсем и для всего. Блин, как здесь круто! Привет! Смотрите, что у меня есть. Это моделька берлинской полиции, такой прикольный фургончик, который я привез из Берлина, а еще набор дизайнерских открыток из моего путешествия. По сути, ничего делать-то не надо, нужно быть подписанным на мой канал, напишите в комментариях про свое самое любимое место в Берлине, если вы там еще не были, напишите, куда бы вы поехали в первую очередь, также подпишитесь на мой инстаграм, и в конце своего сериала я все это разыграю, отправлю куда угодно. Просто нужно немножко активности от вас.
Берлин кажется мне очень прогрессивным городом. Мне кажется, потому что две части этого города развивались независимо друг от друга, а потом в 89 году они объединились, и город впитал в себя самые лучшие черты обеих его частей. Меня очень удивили цены. Я был морально готов к высоким для русского человека ценам в магазинах, заведениях, вообще везде, но Берлин прям очень дешевый относительно. Ну, в принципе, ценные, как в России, а при желании можно жить даже бесплатно. Где-то я прочитал выражение, что в Берлине прожить бесплатно проще, чем за недорого. Есть люди, которые специально, заведомо спускаются на самое дно и годами живут на улице, нигде не работая, нигде не зарабатывая, но при этом чувствуют себя вполне себе хорошо. Мне нравится выражение, когда говорят, что свобода — это когда никто не мешает жить тебе, и ты не мешаешь никому жить тоже. И вот здесь оно вот прям работает. Здесь уживаются совершенно разные люди и по стилю жизни, и по уровню заработка. Еще один момент — это то, что завандалено вообще все, абсолютно все. Нет ни одного здания, ни одной стены в Берлине, которая не была бы зарисована граффити, либо на ней не было бы каких-то тегов или еще что-то. Вот. Но что меня удивляет, это смотрится органично, это смотрится хорошо. Типа, это не отталкивает, и тебе не кажется, что ты попал в какой-то ужасный гетто-район, где тебе точно наваляют пи***и. Нет. Хотя, насколько я знаю, это, конечно, большая головная боль для полиции, для правительства. Также Берлин очень творческий город. Уровень творческой свободы здесь настолько высок, что... простому обывателю его буквально не понять. В каком-то плане этот город похож на Санкт-Петербург в России. Часто всякие открытые люди искусства едут в Петербург за определенной атмосферой, за настроением, за как раз-таки культурой. Вот. И я думаю, что вот что-то общее между Берлином и Санкт-Петербургом в этом плане есть. Я ожидал, что Берлин будет сумасшедшим, но я не ожидал насколько. И моя мечта уже вернуться сюда в компании друзей и по-настоящему здесь оттянуться.